Андрей Руденко стоял у окна своего кабинета на 4-м этаже городской больницы, рассеянно глядя на серое октябрьское небо. Накрапывал мелкий дождь, капли медленно стекали по стеклу, создавая причудливые узоры. Последние несколько дней выдались особенно тяжелыми, больница была переполнена пациентами с осложнениями после сезонного гриппа, и врачи работали практически без перерывов. В дверь осторожно постучали. «Войдите», — произнес Андрей, не отрывая взгляда от окна. В кабинет вошла медсестра Татьяна, держа в руках стопку медицинских карт. «Андрей Николаевич, к вам пациентка. Галина Сергеевна Воронова, 45 лет. Жалуется на сильные головные боли и головокружение последние 2 недели». Андрей кивнул, потер уставшие глаза и сел за стол. Он был известен в больнице как один из лучших диагностов, за 15 лет практики он научился видеть то, что часто упускали другие врачи. Его уважали коллеги, ему доверяли пациенты. Возможно, именно эта репутация и сыграла с ним злую шутку, он слишком привык полагаться на свою интуицию и опыт. Галина вошла в кабинет медленно, словно каждый шаг давался ей с трудом. Бледное лицо, темные круги под глазами, напряженная походка — все говорило о сильном недомогании. Андрей привычным движением указал на стул перед своим столом. «Расскажите, что вас беспокоит», — произнес он, открывая медицинскую карту. Следующие 15 минут Галина описывала свои симптомы. Постоянные головные боли, головокружение, иногда тошнота. Андрей слушал, периодически делая пометки. Его взгляд то и дело возвращался к часам. Через час у него важная встреча в администрации больницы, нужно успеть закончить прием. Похоже на обычную мигрень на фоне переутомления, заключил он после беглого осмотра. Сейчас выпишу вам лекарство, должно помочь. Если через неделю не станет лучше, приходите на повторный прием. Галина неуверенно кивнула, принимая рецепт. «Доктор, может быть, стоит сделать какие-нибудь обследования? Я никогда раньше не испытывала таких сильных головных болей». Андрей покачал головой. «В данный момент я не вижу в этом необходимости. Попробуйте для начала курс лечения, который я назначил». Спустя 3 недели Андрей узнал о смерти Галины. Диагноз – опухоль мозга, которую можно было бы обнаружить при своевременном обследовании. Эта новость ударила его, словно молния. Он сидел в своем кабинете, перечитывая историю болезни снова и снова, пытаясь понять, как мог пропустить очевидные признаки. Бессонные ночи стали его новыми спутниками. Каждый раз, закрывая глаза, он видел лицо Галины, слышал ее неуверенный голос, просящий о дополнительном обследовании. Чувство вины грызло его изнутри, не давая покоя ни днем, ни ночью. На работе он стал более замкнутым, тщательно проверял каждый диагноз по несколько раз, назначал дополнительные обследования даже в очевидных случаях. Коллеги замечали изменения в его поведении, но списывали это на усталость и рабочий стресс. Однажды вечером Андрей решил навестить семью Галины. Он нашел их адрес в медицинской карте, небольшая квартира в спальном районе города. Муж Галины, Сергей, открыл дверь. Его глаза были красными от недосыпания, на лице недельная щетина. «Я был лечащим врачом вашей жены», — начал Андрей. Хотел выразить свои соболезнования и предложить помощь. Сергей молча смотрел на него несколько секунд, потом кивнул и пригласил войти. В квартире было тихо, только из детской доносились приглушенные голоса, у Галины осталось 2 детей, 12 и 8 лет. С того дня Андрей начал регулярно навещать семью Вороновых. Он помогал с оплатой репетиторов для детей, организовывал медицинские осмотры, покупал необходимые вещи. Его помощь была щедрой, но навязчивой. Он словно пытался заполнить пустоту,
образовавшуюся после смерти Галины, своим постоянным присутствием. Дома ситуация становилась все более напряженной. Марина, жена Андрея, все чаще заставала его за изучением медицинских справочников глубокой ночью. Их дочь Оля жаловалась, что папа пропустил ее выступление на школьном концерте, хотя обещал прийти. «Ты не можешь спасти всех, Андрей», — говорила Марина во время одного из их редких разговоров. «Ты пытаешься искупить свою вину, но забываешь о нас, о своей семье». Но Андрей словно не слышал. Он продолжал свои визиты к Вороновым, проводил все больше времени на работе, становясь все более отстраненным от собственной семьи. Переломный момент наступил в дождливый вечер, когда Сергей Воронов попросил Андрея остаться после очередного визита. «Послушайте, доктор», — начал он, тщательно подбирая слова, — «я ценю вашу помощь, правда. Но это должно прекратиться. Ваши постоянные визиты, подарки — все это напоминает детям о их потере. Мы не можем начать жить дальше, когда вы постоянно здесь, словно живое напоминание о нашем горе». Эти слова ударили Андрея словно пощечина. Он смотрел на Сергея, не находя слов для ответа. Впервые за все это время он увидел ситуацию глазами других людей, и это зрелище его ужаснуло. В ту ночь Андрей долго бродил по улицам города, пытаясь осмыслить все произошедшее. Дождь усилился, но он даже не замечал этого. Его мысли были заняты осознанием того, как далеко он зашел в своей одержимости. Вернувшись домой за полночь, промокший до нитки, он застал Марину в гостиной. Она сидела в темноте, ожидая его возвращения. «Я больше так не могу», — тихо сказала она. «Мы теряем тебя, Андрей. Ты здесь, но в то же время где-то далеко». Оля спрашивает, почему папа больше не улыбается, почему не рассказывает истории перед сном, как раньше. Эти слова стали последней каплей. Андрей опустился в кресло и впервые за долгое время позволил себе просто плакать, выпуская наружу всю боль и вину, которые накопились внутри. На следующий день Андрей взял отпуск на работе и записался на прием к психологу. Первые сеансы давались тяжело. Говорить о своих чувствах, признавать свои страхи и слабости было непривычно для человека, привыкшего всегда быть сильным и уверенным. Постепенно, шаг за шагом, он начал понимать, что его реакция на смерть Галины была попыткой контролировать неконтролируемое. Он не мог изменить прошлое, но мог научиться жить с ним, не позволяя чувству вины разрушать настоящее. Он стал проводить больше времени дома, заново узнавая свою семью. Оказалось, что Оля начала писать стихи, а Марина записалась на курсы фотографии. Их совместные ужины снова наполнились разговорами и смехом. Через 3 месяца Андрей вернулся к работе. Теперь он смотрел на свою профессию по-новому. Он по-прежнему был внимательным и тщательным в диагностике, но научился признавать, что даже лучшие врачи могут ошибаться. На одной из утренних конференций он поделился своей историей с молодыми коллегами. Говорил о важности внимания к деталям, о необходимости слушать пациентов, о балансе между профессиональной ответственностью и личной жизнью. «Каждая ошибка — это урок», — сказал он. «Но этот урок не должен превращаться в наказание. Мы должны учиться на своих ошибках, чтобы становиться лучше, но не позволять им определять нашу жизнь». Прошел год. Андрей больше не навещал семью Вороновых, но иногда передавал через общих знакомых деньги на образование детей анонимно, без какого-либо вмешательства в их жизнь. В его кабинете появилась новая традиция. В конце каждого рабочего дня он уделял несколько минут тому, чтобы записать свои мысли и наблюдения. Это помогало ему оставлять рабочие заботы на работе и возвращаться домой без груза невысказанных эмоций. Однажды, просматривая старые записи, он наткнулся на историю болезни Галины. Боль все еще была там, но теперь она была другой,
не разрушительной, а напоминающей о важности каждого момента жизни, каждого человеческого контакта. В тот вечер, вернувшись домой, он долго играл с Олей в настольные игры, помогал ей с домашним заданием по литературе, а потом вместе с Мариной они пересматривали старые семейные фотографии. Жизнь продолжалась, и в ней было место и для памяти о прошлом, и для радости настоящего, и для надежд на будущее. Время не может стереть некоторые воспоминания, но оно учит нас жить с ними, превращая болезненные уроки в мудрость, а ошибки в опыт. Андрей понял, что настоящая сила заключается не в отсутствии ошибок, а в умении принимать их и продолжать жить, становясь лучше с каждым днем.